Всем привет! Сегодня мы заступим, так сказать, на опасную территорию, причем во всех смыслах. А именно, с одной стороны, мы покинем немножко, так сказать, гавань стендового моделизма и немножко заступим в земли, так сказать, моделизма, серьезного моделизма, то есть моделизма, который моделирует модели с функционалом. Потому что на коробочке у нас есть приписка с микроэлектродвигателем. Вот. А так как на коробочке у нас плавсредство, то несложно сделать вывод о том, что микродвигатель будет использоваться для того, чтобы модель наша плавала. То есть мы перестаем быть стендовыми, избавляемся, так сказать, от рамок, здравого смысла в том числе и так далее. Вот. А в втором смысле опасный такой немножко обзор, да, опасный выход из зоны комфорта заключается в том, что у нас на обзоре опять фирма Моделист, небезызвестная. Ну, соответственно, как бы все мы знаем, что у фирмы Моделист, особенно когда у нас судомоделизм начинается, да, то есть как бы тут немножко начинает отдавать трэшем, немножко, так сказать, древесной продукции. Ну, в общем, есть свои моменты. Я думаю, все, в принципе, это будет. Так вот, значит, в кадре у нас коробочка от Моделиста, которая называется «Ракетный катер», проект 205У. А внизу у нас по-английски уже название отличается достаточно серьезно. То есть ASA-3 Missile Bot. Ну, что можно расшифровать как ракетный катер ASA-3. Так, сбоку у нас написано, что это плавающая модель, как бы намекает, все. Артикул, длина. Заметим, что приписки о масштабе модели, несмотря на то, что вроде как модель, все дела, не игрушка, нету. То есть только, собственно, длина 330 мм. Масштаб моделисту, видимо, неизвестен. Или неизвестен, но он не хочет нам его раскрывать. И сразу тут же еще и ТТХ вот решили поместить на титульный лист, где написали, что ту же самую длину, высоту, 239 деталей и что электродвижок есть. То есть, в общем, подготовиться нужно, так сказать, морально серьезно к этой штуке. Потому что тут уже как бы помимо поклейки уже и слесарные, и электротехнические работы, наверное, начнутся. Так вот, коробочка, она в принципе и главным ее достоинством является, ну, помимо электродвигателя, конечно, цена. Потому что урвать, ну, вот эту достаточно здоровый короб, да, то есть такой, ну, тут увесистый полметра, а то и больше, наверное, где-то удалось, ну, в районе 1000 рублей. То есть это была, наверное, по сути, единственная причина, почему, как бы сказать, данное изделие было приобретено. Ну, дальше, короче, начинается интересное. То есть, если говорить по коробку, да, как мы знаем, фирма Моделист, она собственных моделей не изготавливает, соответственно, но активно работает на более перепаков пластика других компаний. Так вот, собственно, напрашивается вывод о том, что данная модель тоже у нас является перепаком. Ну, как обычно, по шаблону я решил исследовать этот вопрос, да, так сказать, забрался в интернет, посмотрел, что же, собственно, за пластик, кто разработчик, кто исходник. И тут как бы не оказалось не так все просто. То есть стандартные способы, там, ScaleMates, может быть, какие-то формы, не знаю, какой-то гуглинг базовый, а они не дали сразу результата внезапно. То есть тут небольшая детективная история образовалась. То есть пришлось, так сказать, нырнуть глубже. И оказалось, что по этой модели это, в принципе, информации, ну, что, наверное, можно представить логично, не очень много в интернете. Буквально встречаются странички магазинов, которые ее продают. Да, там, ну, максимум там можно увидеть фотку коробки, в лучшем случае фотку литников, да, в самом лучшем случае. И, соответственно, на ScaleMate страничка, где никакой информации, кроме того, что это тот же моделист, и как год и фотка коробки, ничего нет. И буквально там может быть парочка собранных моделей встречается, где тоже никакой особо информации о том, чего вообще за набор, откуда взялся, нет. Так что пришлось немножко приложить интуицию и в ScaleMates нырнуть немножко глубже. Несколько наборов реплицировали данный прототип, так сказать, ракетный катер ASA проекта 250. Начал по ним шерстить.
Сначала, так сказать, подозрения падали на одни наборчики, как исходники, потом на другие, но потом я вышел на некоторый подозрительный экземплярчик, который, так сказать, по всем смыслам больше всего подпадал под подозрение. Но сразу скажу, что прямых улик, скажем так, указывающих, да, на происхождение набора я найти не смог. То есть банально, к сожалению, не смог даже обнаружить ни одной фотографии литников исходной модели, которую я подозреваю, потому что это сразу бы решило все вопросы, да, то есть сравнить литники, вид их сразу становится понятно. Но, к сожалению, видимо, это настолько редкий исходник, что даже фоток в интернете вот быстро не найдешь содержимого. Но, судя по всему, насколько я, скорее всего, понимаю, мое экспертное мнение, что моделист перепаковал модель китайского, гонконгского, не очень понятно, где он там расположен, производителя с названием, так сразу извиняюсь за, скорее всего, неправильное произношение, с названием Shengdefu. Значит, модель у них была такая, называлась она Class Wasp 2 Missile Boat, то есть ракетный катер класса ОСА, только 2, а не 3, как можно заметить. Это, кстати, тоже забавно достаточно. То есть второй. В общем, и от этой, собственно, модели китайского производителя, по-моему, если не ошибаюсь, модель сама у них датируется 87-м, нет, наверное, 90 каким-то годом. В общем, исследования по ней тоже там немножко дают. В общем, изначально самым ранним исходником вообще была модель якобы китайского ракетного катера какого-то. По крайней мере, так он назывался. Ну, не знаю, возможно, в Китае действительно были копии какого-то советских проектов, потому что для китайской ВПК это совершенно нормальная тема. Там очень было машин, которые по факту являлись практически копиями советских на той же базе, там, технологиях сделаны. Так что, может быть, действительно китайский катер, может быть, катер советский, они его переименовали. Ну, в общем, какая-то фирма модельная довольно странная. У нее как бы на ScaleMates и довольно большой список моделей изготовленных, но как-то, скажем так, доверие эти наборы не вызывают. Выглядят они достаточно странно. То есть какая-то такая полуигрушечная компания какого-то, видимо, очень низового и старого сегмента китайцев. То есть это где-то в 80-е. Ну, сами понимаете, китайские товары конца 80-х, начала 90-х, да, но все мы, наверное, примерно представляем, что тогда делалось. Вот примерно, судя по всему, оттуда, ну, по крайней мере, я так думаю, эта модель и происходит. Вот. А что меня навело на мысль, во-первых, немножко похож боксарт, хотя у китайской модели там боксарт, он отличается довольно сильно, но по духу он немножко похож. То есть я как бы слишком ленивший, чтобы показывать скрины, скриншоты, ну, наверное, кто-нибудь интересно найдет. Там тоже на боксарте изображено 2 катера, да, море, соответственно. Но там, конечно, вид боксарта, скорее всего, был в таком состоянии, скажем, он так выглядит, что, наверное, моделист его не решился использовать в прямом переложении, потому что, ну, там довольно странный боксарт по цветовой гамме и так далее. Так, во втором, у них тоже указан длина модели, она совпадает с тем, что указывает моделист, 330 мм. У них тоже, у китайцев, не указан масштаб. То есть, ну, 80-90-е какие-то годы, то есть, ну, указывать масштаб, как бы, зачем, глупости какие. В общем, соответственно. И что из интересного, да, еще внутри коробки, вот этой коробки я обнаружил на литниках клеймо с номером 027. Но при этом оно такое зашифрованное, то есть какие-то буквы, какие-то цифры, ну, 0.27 есть там в середине. И вот у китайского якобы прототипа, который я считаю, у него тоже артикул с цифрами 0.27. То есть тоже как бы еще один косвенный намек на то, что, скорее всего, это тот же самый пластик. Вот такая вот детективная история. То есть моделист перепаковывает китайцев 80 конца 80-х годов. Ну, бывает, на самом деле, почему бы и нет. Вот, заря китайского моделизма, так сказать. Что еще по самому набору интересного? Значит, да, кстати, да, движок. Китайцы, да, у китайцев еще, у китайской модели то же самое, есть двигатель. Это, то есть, третий такой пункт, который намекает
А как мы знаем, азиатские производители, там и японцы, китайцы, Томи, Трампетер, они любили электрические движки в модели класть. Еще даже иногда очень редко можно встретить где-то в продаже старый трампетеровский набор с двигателем. Ну, такая вот тема, то есть тоже намекает. Ну да ладно, очень долго эта детективная история, забавная, никакой полезной информации особо в принципе это не несет, ну так просто для общего развития. Так вот, помимо этого, что, да, если немножко к прототипу переходить, да, ракетные катера, то есть советский проект, достаточно старый, 60-х годов, по-моему, там, разработки, что-то такое. Ну, понятно, что такое ракетный катер, это маленькая такая юркий кораблик, который, смысл его в чем, что с достаточно высокой огневой мощью, чтобы, в принципе, представлять опасность для больших кораблей. То есть это, ну, в моем понимании, это что-то по смыслу какая-то такая эволюция миноносца или торпедоносца, да, катера, кораблика, как раньше там шнельботы, там советские катера, да, только раньше у них были торпеды, да, а их в итоге заменили на корабельные ракеты, как более прогрессивное средство, да, соответственно. Такой дешевый кораблик, но который, в принципе, при определенном удаче может, в принципе, потопить и крупный какой-то корабль. Так вот, проект ОСА, значит, 60-х годов, как минимум, у него было две заметных ревизии, то есть первая ревизия и вторая. Соответственно, вторая отличалась, соответственно, пусковыми установками, формой, там, но другая ракета использовалась. Так вот, на коробке русское название, насколько я понимаю, в принципе правильно, хотя тут слова ОСА нет, но, в принципе, проект второй ревизии с такими вот именно ракетами, с такими пусковыми установками, он вроде правильно назван 250У. А вот здесь, на английском языке, латинскими буквами, у нас указана некая ОСА-3. Хотя никакой информации о существовании даже по какой-то натовской, западной классификации, хотя я так понимаю, что ОСА-2, там ОСА-1 это скорее такое уже нарицательное название, придуманное, возможно, даже не в СССР. Вот никакой модификации ОСА-3, то есть нигде нет. То есть откуда моделист, собственно, вообще взял упоминание осы именно 3, хотя, в принципе, известно только об осе 1 и 2, и даже у китайской модели исходника написано оса 2. Ну, непонятно. Не знаю, что за оса 3. То ли опечатка, то ли какое-то что-то они имели в виду, другое. Ну, вроде бы никакой оса 3 на самом деле не существует. Я думаю, скорее всего, это оса 2. Так вот, ладно. Огромная карабин такая. Мы вроде как разобрались с предварительными моментами. Эта вся коробка, она еле влезает в кадр, поэтому тяжело тут что-то показать. На боковиках есть, собственно, у нас другие наборы моделиста по морской тематике. Как мы видим, моделист, он умеет не только огонек перепаковывать у нас с Авроры, и вот тут уж что-то и современный советский флот тоже есть, ну как относительно современный. Вот. Но, в принципе, я думаю, уровень качества будет сопоставимый. Еще из важного, да, забыл сказать, что таки возвращаясь к масштабу, да, масштаб не указан ни у китайцев, ни у моделиста, но измерениями, так сказать, лабораторными удалось примерно установить, что сравнивая длину готовой модели, которую-то нам указали, и длину прототипа, реальный масштаб составляет что-то в районе 1 к 120. Ну, то есть, не, скорее всего, возможно, не точно 1 к 120, возможно, габариты не масштабные. Ну, короче, где-то 1 к 120 примерно. Вот. Так, ну что, надо, наверное, переходить к содержимому. Что же нам такое огромное моделист сюда погрузил? Да, вот стандартная такая загрузка у моделиста с открытием таким красивым. Вот, кстати, моделиста вот технологически коробка, она продумана хорошо. Это мне всегда нравилось. Очень удобно вынимать. Так вот, значит, у нас тут пластик. Вот такой вот длинный. Сразу как бы замечаем, да, вот это, что невозможно не заметить, наверное, да, даже не ныряя в пакет, что нижняя часть, собственно, судна у нас представлена в двух экземплярах.
Причем можно заметить, что это не я сюда что-то доложил, это не я купил 2 коробки и решил приколоться. Нет, пакетик запаян, то есть все честно. У нас действительно в пластике дано, собственно, два, собственно, нижней части корпуса. Зачем это сделано? Кем это сделано? Почему? Не знаю. Запасной или что? Они, может быть, хотят, чтобы мы катамаран какой-то собрали. Ну, сказать сложно, но, в общем, так есть. Так, ладно. Это мы вернемся еще. Помимо этого, значит, моделистерская инструкция, ну, дешевенькая и маленькая, то есть никакого у нас тут глянцевого шика в этот раз нет. И, значит, бумажная штуковина признана имитировать, собственно, флаги, примерно в таком же духе, как у Авроры это сделано, у Потемкина. Ну, если модель будет плавающей, то, конечно, бумажный флажочек, наверное, долго не уцелеет. Да, ну да ладно. Значит, что? Декалька маленькая такая на 2 номера. 142 номер. Кстати говоря, интересно. Нет, у китайцев был другой номер на модели. Ну, 142, да, он тут довольно плохо, видимо, виден, но вот он, 142 на обе стороны. И вот, собственно, гвоздь программы, да. Это, собственно, все то, что касается моторизации данной модели, электродвижочек маленький, дополнительные там детальки для установки, вот, собственно, подвижности винтов организации, вал там, ну, токоприемники с батареек, и там еще несколько вспомогательных деталек. Вот все это в маленьком пакетике. Ну, по-моему, китайцы, наверное, может быть, даже Tamiya примерно то же самое и кладут в свои типа моторизованные наборы, ну, что-то такое. Вот, это все, что у нас есть в огромной коробке. Так что по порядку продолжим с бумагой. Что у нас по бумаге? Да, вот маленький листочек, собственно, от моделиста нас встречает, буквально один на разворот. Буксартик, стандартная историческая справка моделиста есть, они к этому подходят довольно внимательно, хотя ни одного упоминания про мифическую ОСУ-3 тут нет, как бы только что была ОСА, там и новая ракета, наверное, ставилась, но я особо даже не вчитывался. Перечислены краски по каталогу фирмы моделист, пиктограммы и так далее. Так, кстати, внезапно на втором листе у нас продолжение исторической справки. Причем ну да, продолжение, да, про вторую модификацию это рассказано, 205У. Ну понятно, ее не называют никакой ОСО-2, никакой ОСО-2, никакой ОСО-3, это именно в принципе как он официально назывался. ТТХ и вооружение, ну, можно сказать, что 4 пусковых установки там, 2 автоматические пушки зенитные. Ну и, соответственно, стрела тут еще в комплекте есть, наверное, экипажу выдавали. И схема окраски, да. Схема окраски выражается текстом. То есть никто... Ну, как бы, она вроде как бы и в инструкции есть окраска. Но вот тут как бы нам решили текстом еще написать, видимо, чтобы мы не ошиблись, наверное. В общем, сама инструкция, ну, скажем так, конкретно сборка, но сразу можно понять, что довольно поганенькая. То есть буквально все находится на 2 сторонах листа А4. Несмотря на то, что в деталей в модели не сказать, что прям вообще мало, в принципе их, они есть. Но они все это упихали, эти 200 деталей, сколько там, 250 почти, на 2 листика. И плюс еще электротехнику вот эту. То есть вы видите, да, как бы, что, во-первых, запихано все плотно в каждый шаг, во-вторых, собственно, очень мелко все сделано, очень мелко. То есть, тут под лупой это все рассматривать, как бы... В такого класса моделях, когда еще инструкция жутко мелкая и такая, скажем так, тяжелая для понимания, это прям как вдвойне больно. Ну да ладно. Первым шагом нам сразу дают эту ванну и сразу
мы должны разобраться вся электротехника. То есть, в принципе, теоретически, да, можно электрическую часть просто начать отдельно собирать, не трогая практически никакой пластик тут минимально, да, и, в принципе, довести до ума и даже, наверное, ходовые испытания в ванне устроить. Ну, кстати, надо себе дать слово, что если когда-нибудь полностью соберу эту штуку, если электротехника тут реально окажется рабочей, то обязательно запустить видео плавательного теста модельки в ванной. Вот прям как пить дать. Хоть пусть даже она утонет или перевернется, но обязательно это надо. Когда-нибудь я до нее доберусь. Ну, и помимо того, что да, вот единственное из плюсов, что моделист нам довольно подробно текстом указывает, что именно мы что куда ставим, то есть то, что тут и сальниковая коробка, и то, что туда надо к валу тут зафигачить смазки, видимо, какой-то, и что скобы, и двигатели, и выключатель. То есть, ладно, хотя бы мы можем примерно понять, что есть что и что куда ставится. Элемент питания, да, видим, что, скорее всего, наверное, 2/3 батарейки, но точно не уверен. Ну, хорошо, что не это самое, как ее, господи, все время забываю, не квадратная вот эта батарейка, не варта, блин, почему-то все время забываю, короче, это квадратная батарейка, ладно, они редкие, хорошо, что что-то более частое вроде будет. Ну, короче, вот такая вот, очень, конечно, маленькая куцая схемка, да, тут вбивать молотком винты, там вот это все в шкворе и так далее. Конечно, не очень это все, скажем так, внушает доверие, когда тебе, особенно моделисту, скажем так, приходится работать не совсем типичными для него вещами. Но это, ладно, полбеды. Дальше, собственно, идет еще хуже. Вообще жуткая мелочь, сборка мачты, куча деталек, очень мелкие, визуально просто вот какие-то клопы наклеиваются. Ну, тут какие-то еще какие-то подсборочки пояснительные. Что там нарисовано? Ну, понять практически невозможно. То есть моделист, это из тех моделей моделиста, где у них как бы бывает две крайности, да, либо они делают к древнему набору моделиста Потемкина дорогущую глянцевую инструкцию, да, на кучу листов с фотографиями, да, либо вот они делают вот так. Ну, как бы, да. Собственно, на третьем шаге у нас сборка вооружений и дельных вещей. Дельных вещей мне нравится. Я вот честно не гуглил, я боюсь, наверное, оказаться парафаном. Но, возможно, дельные вещи действительно какой-то, не знаю, судостроительный, флотский, может быть, термин, я не знаю, надстройки, может, там вооружение так корабля, дельные вещи. Дельные вещи, не знаю, ну, вещи, наверное, действительно дельные, потому что, ну, как бы, понятно, что моделист, он говно не перепаковывает. В общем, ладно, тут, значит, у нас вооружение, эти самые крылатые ракеты усовершенствованные, собственно, пусковые установки, 2 пушки автоматических, ну и еще какие-то боже, что это? Вьюшка. Какая-то подвижная штука. Я даже не понимаю. Ну, это, короче, надо будет разбираться. Вот этот вот непонятный подвижный узел. Возможно, трос какой-то, что-то там должен, какой-то канат будет имитировать. Ну, ладно, посмотрим. Пока это непонятно. В общем, открытие нас только ждут в момент сборки. Значит, потом у нас идет, собственно, надстройка. Настройка мы видим, вот 4 детали собираются, довольно крупных. Конечно, очень интересно будет, что там по сходимости. Подозреваю, что будет, наверное, весело, зная годы создания набора и вообще его происхождение. Ну и настройка, потом мелочок всякой комплектуется. Значит, что дальше? Дальше, значит, мы начинаем единое целое. Настройка у нас каким-то образом материализуется на палубе сразу. Кстати, я так понимаю, этапа появления палубы у нас как бы вот отдельно вообще нет, то есть... хотя нет, извиняюсь, это мне показалось, я перепутал, что это очертание, нет, все нормально, у нас палуба, значит, на нее сразу появляется настройка, вся мелочевка, там вооружение на палубу, леера, я, кстати, посмотрел в комплекте, они пластиковые, они есть, ну, насколько я понимаю, конечно, комплектные лееры будут довольно сомнительно выглядеть, тут еще надо посмотреть. Из антенны, значит, из гнутого, тянутого
спутникой у нас изготавливаются, но это ладно. И, собственно, вооружение у нас здесь же устанавливается. Кстати говоря, тоже пусковые установки каким-то образом... Ну да, вроде написано, что вот они сюда доставятся. Ракета у нас, так понимаю, торчит. Это, я не понимаю, в полузапущенном состоянии нам предлагают, так сказать, видимо, реализовать. То есть открыть один из пусковых установок и полувысунуть оттуда ракету. Типа вот она выстреливает. Ну, как бы интересный, конечно, момент, но, видимо, подразумевается, что сразу надо будет городить весь сопутствующий огонь и дым, да, чтобы это красиво выглядело. Но, видимо, возможность такая есть. То есть ракеты реализованы, да, то есть теоретически можно как бы ракеты и показать. Флагшток, да, у нас ставится здесь, и еще вторые, продолжение лееров. И финалочка, буквально 7-й шаг. Что у нас тут ставится, значит? Написано, что клеить тут не надо. То есть, ну, как бы вот значок, да, то есть, я так понимаю, вверх и низ, соответственно, нижнюю часть, собственно, катера и палубу склеивать, наверное, не нужно, по той простой причине, что у нас вся электромеханика, ну, если мы делаем подвижную модель, находится внутри, выключатель двигателя внутри, соответственно, я так понимаю, это как делается, да, то есть приходим, собственно, на водоемчик, открываем, снимаем палубу, значит, включаем там, закрываем палубу, да, и вот это запускаем. Наверное, так это подразумевалось. Ну, я надеюсь, ну хотя бы как сходится, что в эту схему. Если же, конечно, забить полностью на всю электротехнику и делать просто стендовую модель, то как бы, конечно, можно и заклеить. И вот подставочка у нас есть, да. Собственно, подставочка тоже одна из вещей, которая навела меня на происхождение этого набора определенно китайского. Были фотки китайского собраны, вот эта подставочка там была ровно такая же. Так, ну, собственно, якорь и так далее. Ничего, кстати, ну, нет, декали вот нарисованы, а вот по флажкам ничего. То есть, какой кормовой флажок, ну, куда флажки девать. Ну, короче, догадаемся сами, ладно. И все, на этом все заканчивается. Очень меленько и очень скупо. Заглянем все-таки в пакеты. Скрываю при вас. Так. Собственно, самая крупная деталь. Непосредственно нижняя часть судна. Видно, что отлито, ну, как бы хотя бы целое. В общем, что можно увидеть по нижней части? Сразу какая-то огромная утяжина на носу. Всяческие какие-то непонятные заплывы, наплывы, облойчик, шершавости какие-то. Ну, подводная часть, в принципе, да ладно, наверное, можно забить. А если стендовая, ну, куда-то, короче, эту утяжину надо будет девать. Сзади, собственно, у нас... часть для движков, соответственно, так понимаю, 2 движка декоративные будут, один, собственно, подразумевается рабочим. И, собственно, руль. Руль вставляется, наверное, даже теоретически руль, наверное, чтобы регулировать, так сказать, ход этого всего дела, можно, наверное, повернуть вручную при желании, чтобы, соответственно, например, циркуляция описывала ваше судно. Вот. Ну, в общем, ну, соответственно, вот здесь отсеки под все это дело, да, и как бы, ну да, вот сюда движок, наверное, сюда куда-то батарейки. Тут есть, кстати, обозначение, как именно ставятся батарейки. И по количеству отсеков под батарейки такое ощущение, что тут все-таки больше 2 батареек должно быть. Выглядит как будто 4. Ну, это ладно, это мы еще изучим, потому что в инструкции было только 2. Ну, вот так вот, как оно это выглядит, да, то есть тут где-то появляется у нас движок, у него, соответственно, вал, который идет, вот сюда он втыкается, сюда винт забивается, и вот это все плавает. Вот. Это у нас первая часть. Потом у нас есть вторая часть корпуса, которая, судя по виду, абсолютно идентична первой. Маркировки такие же, 24, 27. 24 это, по-моему, первая модификация этого катера от китайцев.
Ровно то же самое, ничем они не отличаются, я так понимаю, абсолютно. Просто будет запасная лохань. Вот. Так, что в пакетике? У меня там, кстати, что-то из пакетиков уже успело отлететь. Я так даже подозреваю, что это, потому что уже через пластик смотрел. Так, по порядку. Достаточно крупный литник с в основном вооружением. Но это, видимо, новый литник, потому как под 27-й модификацией. Вот тут, кстати, клеймо с номером 27 здесь присутствует, которому я, наверное, подозреваю, что это именно та модель, о которой я думал. В основном пусковые установки, да, из двух половин, конечно же. Ракеты 4 у нас дало крылатых, тоже из двух половинок. Детали, ну, крышки этих самых пусковых, там детали от орудия, там вот всяческие элементы крепежа пусковых установок к палубе, автоматические эти пушки, ну и так всякое по мелочи. Как бы говорить о том каком-то расследовании каких-то труб, стволов или чего-то такого тут, конечно, не приходится. Внутри шахты жутко ребристые, то есть если там как-то открывать, то, видимо, чтобы ракета закрывала, торчала наружу и не видите вот этот весь ребристый срам внутри шахты, либо делать закрытым. Так, вот такое дело. У нас присутствует второй литник, значит. Длинный, здоровый. В основном, так понимаю, детали лееров большей частью, собственно, вот они. Большие, крупные. Ну, не сказать, что они такие уже прям толстенные, не масштабные. Кое-где, кстати, погнулись. В принципе, ну, потому что, конечно, если тут что-то заменять, то, скорее всего, придется леера изготавливать самому, потому что готовых лееров 122 масштаба, ну, я не очень уверен, что их можно найти. Значит, помимо лееров еще всяческая мелочевка, держатели. Ну, видно, что уже много облоя достаточно на мелких деталях. Ну, как шутка ли сказать, какие-то 80-е, там, начало 90-х, китайский производитель, никому неизвестный. Какой-то жутко крутой сохранности тут. Решетка локатора, я так понимаю. Непонятно, должна ли она быть, собственно, просвечивающей, вся заплыла, либо нет. Но подозреваю, что, скорее всего, должна быть, и она просто-напрочь вся заплыла облоем. Хотя вот две решеточки, вот здесь они в целом прозрачность еще сохраняют. Видны винты. Кстати, винты уже частично отвалились. Какая-то из этих частей винтов должна быть вроде рабочая, какая-то декоративная. Но я не очень понял, разные они по факту детали или нет. Наверное, все-таки на корабле должны быть разные детали. Но хотя, может быть, и одинаковые, потому что тут видно, один винт еще на литнике, второй вот у меня в руках отлетел, а третий у меня, когда из литника из пакета вытаскивал, вообще куда-то улетел, его при этом придется разыскивать. Но, судя по всему, раз, два, три одинаковых винта. Ну, вот по винту видно, что он, конечно, хоть и отлит в одну деталь, но, конечно, время его особенно сильно не пощадило, то есть абсолютно весь в каких-то хлопьях облоя находится. Ну вот и так далее. То есть литник такой немножко поведенный, видно, что ровно он не лежит. Ну ладно, тут мелочевка, я не думаю, что там какие-то будут с этим гигантские проблемы. Помимо того, что весь набор выглядит как гигантская проблема, если честно. Ну да ладно. Вот. И, собственно, третий, последний литничек. У нас здесь огромная деталь палубы. Сам литник, ну, как бы гнутый какой-то. Ну, чисто вот смотрю на палубу, ну, вроде бы она ровная, насколько можно сказать. Вот это, собственно, ее лицевая часть. Тут видно, что есть отлитые посадочные места, скажем так, под надстройку и всяческое такое. То есть отлита вот цепь тут прямо на палубе. В общем, ну, я надеюсь, что надстройка хотя бы сядет на это дело как-то нормально. Так, и, собственно, детали надстройки. Сразу можно сказать по минусам надстройки, что, значит, передняя часть у нас с сквозными
смотровыми, ну, окнами, наверное, иллюминаторами. А вот боковые части у нас с глухими. То есть вот тут эти иллюминаторы, я так понимаю, тоже должны быть, ну, соответственно, открытыми, да. То есть, но они просто наглухо сделаны в пластике, соответственно, тут либо вырезать, заменять на какой-то прозрачный элемент, либо закрашивать, имитировать краской стекла. А как бы никаких прозрачных деталей у нас в комплекте нет, поэтому, ну вот передние тоже, скорее всего, то есть тут, если по уму, то имитировать стекла чем-то. Чего в комплекте у нас, собственно, нет и не предвидится. Ну, тут еще немножко всяческих мелочевки, кнехты вот эти вот, да, куда, собственно, всякие канаты, вот это все дело для швартовки на палубу прикручивается, всяческие там лючки, какие-то минимальные там мелочевки, стеночки и так далее. Ну, то есть, как бы понятно, что никакой особой ажурности, крутости, вот утяжены на прожекторах, я так понимаю, ждать не приходится. Обложечка вот на стенках, ну, собственно, как бы, честно говоря, если, знаете, сравнивать с аналогами, ну, как с аналогами, ну, скажем так, с тем, что моделист, да, делает, то есть вот перепаки Потемкина, Авроры, ну, это, честно говоря, выглядит лучше, чем Потемкина, чем Аврора. Ну, конечно, тут масштаб покрупнее, поэтому, наверное, не так заметно, но все-таки немножко, чуть-чуть получше. И, собственно, что? И на этом особо показывать-то больше и нечего. Винт разыскивать, который у меня улетел на пол, я не буду, потому что, ну, судя по всему, он абсолютно такой же, как и в коробке. Такой вот забавный, такой пришелец из страны Поднебесной, из Поднебесной, собственно, с двумя лоханями, то есть катамаран, я думаю, можно делать абсолютно спокойно, да, вот так вот две поставить. И, собственно, вот if будет фантастический такой, знаете, корабль. Только вторую палубу придется, наверное, самому как-то изображать. Ну да ладно. То есть, в общем-то, две лохани по цене одной фактически нам отдают за смешные деньги. Такой набор, в общем, обязательно надо делать, обязательно ставить движок, обязательно делать ходовые испытания. Всем спасибо за внимание, всем пока.